Накшатра Рахини в 12 домах. Рахини– это звезда восхождения или звезда роста. Ее главная особенность заключается в способности многократно усиливать то, что было заложено изначально. Рахини работает как механизм накопления. Она поднимает и развивает как благие семена, так и негативные установки, сформированные кармой прошлых жизней. Божество Рахини, Брахма, Праджапати, Творец – это наделяет человека мощной созидательной силой и царственной харизмой. Характер и потенциал личности. Люди, рожденные под влиянием Накшатры Рахини, обладают природным обаянием и грацией. Они притягивают окружающих своей теплотой, имеют тонкий эстетический вкус и часто добиваются успеха в творческих профессиях. Человек склонен возглавлять группы, объединять людей и становиться иконой для подражания. В эпоху соцсетей это часто выражается в большом количестве преданных подписчиков. Люди с сильной накшатрой Рахини обладают врожденной находчивостью. Они умеют выстраивать связи, обладают отличными пиар-навыками и превосходны в коммуникации. В 99% случаев такие люди стремятся к процветанию и росту. Если такой человек первенец, он может проявлять строптивость и неуважение к авторитетам, родителям, учителям, начальству. Его путь к успеху редко бывает линейным. Жизнь полна экспериментов, неудач и даже несчастных случаев, но благодаря врожденной настойчивости он неизбежно достигает цели. Социальный аспект. Нередко родители противятся союзу из-за разницы в социальном статусе, что может привести к неприятию партнера семейным кланом и последующим конфликтам. Отношение к финансам и образу жизни. Для представителей Рахини характерна королевская натура. Они стремятся поддерживать высокий уровень жизни независимо от обстоятельств. Их расходы могут в десятки и сотни раз превышать траты обычного человека. Даже в период финансовых трудностей они не склонны к экономии. Напротив, их потребности часто возрастают, что создает риск дисбаланса, если доходы не успевают за аппетитами. Для них важно окружать себя комфортом и роскошью, сохраняя статус королевского образа жизни при любых условиях. Однако существует специфический сценарий падения. Если человек, привыкший к высокому уровню жизни, внезапно теряет достаток, ему приходится крайне тяжело. Проблема Рахини в том, что они не умеют снижать планку. Даже оказавшись в бедности, одни подсознательно пытаются поддерживать прежний уровень расходов и стиль жизни. Им психологически сложнее адаптироваться к ограничениям, чем другим, так как их внутренние стандарты остаются неизменно высокими. Комфорт и статус часто проявляются в страсти к автомобилям. Машина для них не просто средство передвижения, а символ власти, возможность путешествовать или даже участвовать в гонках по жизни. Любовь и отношения. Главное желание Рахини – привлечь возлюбленного и обрести с ним единство. Динамика брака. Союз обычно успешный, но строится на специфической иерархии господин и раб. В отношениях может присутствовать как эгоизм и болезненная одержимость партнером, так и глубокая преданность. Теневая сторона. Человек может быть настолько одержим объектом своей страсти, что начинает преследовать предмет своего обожания, включая учеников или последователей. Режим и дисциплина. Для людей с сильным влиянием Накшатры Рахини крайне важен строгий распорядок дня. Они живут по четкому графику. Если такой человек привык ложиться спать в 8 или обедать в 7:30, он будет неукоснительно следовать этому правилу. Для них это не просто привычка, а жизненная необходимость. Если обстоятельства нарушают их режим, например, вы пригласили их в гости, но не обеспечили еду вовремя, они могут отреагировать крайне болезненно. Реакция зависит от положения Меркурия в карте. При сильном Меркурии человек может выразить недовольство прямо, вступить в конфликт или открыто заявить о своем возмущении. При слабом Меркурии человек может замкнуться в себе, почувствовать обиду или жалость к себе, или просто больше не прийти в этот дом. Тема лекарства исцеления в Накшатре Рахини.
медицинские знания. Человек сам обладает глубокими познаниями в медицине или является врачом. Необходимость лечения. Человек может сам нуждаться в постоянном приеме лекарств из-за хронических заболеваний или последствий травм. Целительство. Способность человека лечить чужие проблемы, выступая в роли советчика или помощника, который находит ресурсы для решения сложных ситуаций. Накшатра Рахини и испытание болезнью. Рахини – невероятно богатая и живая накшатра. Человек, рожденный под ней, обладает огромным потенциалом для процветания и наслаждения жизнью. Однако у этой медали есть обратная сторона. Иногда судьба приносит испытания в виде неизлечимой болезни, например, аутоиммунного процесса, который развивается медленно, но неумолимо. Это состояние, при котором организм постепенно разрушает сам себя, и остановить этот процесс бывает невозможно. Это парадокс Рахини. Обладая всем богатством мира, человек может оказаться заложником недуга, который не позволяет ему в полной мере этим богатством насладиться. Символ кобры – это образ наделяет человека спокойствием и мудростью. Такие люди редко вступают в открытые конфликты, предпочитая избегать агрессии и сохранять самообладание. Символ храма – это указывает на особую связь с духовными практиками. Посещение храмов и работа с духовными энергиями приносят таким людям значительное облегчение и гармонию, особенно в сложные периоды жизни. Символ повозки – колесницы. Она олицетворяет равное партнерство и совместное движение к цели. В контексте семьи это означает преемственность поколений, создание крепкого союза, воспитание детей и постоянное процветание рода. Кини – это не идеал, а символ вечного становления. Вся жизнь человека, рожденного под этой накшатрой, это путь эволюции. Это характер того, кто любит вызовы. Он падает, терпит неудачи, но каждый раз находит в себе силы подняться, выпрямиться и идти дальше, даже если впереди ждут новые испытания. Рахини – это энергия созидания и процветания. Главная цель таких людей – построение счастливой, гармоничной семьи, где каждый участник, муж, жена, дети, находит свое место, а род продолжает расти и развиваться в атмосфере благополучия. Рахини – сложная и мощная накшатра. Она не гарантирует идеальной жизни, но дает колоссальный ресурс для роста. Все, что человек вкладывает в свое развитие, Рахини поднимает вверх, превращая в масштабный результат. Влияние Рахини на дома гороскопа. Положение Рахини в разных домах натальной карты существенно определяет характер и жизненный путь человека. Эффект накшатры напрямую зависит от дома, в который она расположена. Например, первый дом наделяет выраженными лидерскими качествами, седьмой дом смещает фокус на партнерство и межличностные отношения. Анализ управителей помогает глубже понять потенциал личного роста. Главный управитель Луна, она придает личности особую эмоциональную глубину. Диспозиторы, планеты, находящиеся в Рахини, могут усиливать такие качества, как креативность и чувствительность. Первые и 10-е дома отвечают за имя и славу. Со временем репутация человека закономерно растет. Интересно привести различия. Иногда человека уважают за его талант и продукт, а иногда исключительно за накопленное богатство. Человек может проявлять творческий подход, работая в определенных рамках, и при этом быть глубоко одержим своим творением. Если диспозитор управителя 5-го дома связан с первым домом, это часто указывает на человека, который проводит глубокие исследования и искренне считает свою работу лучшей в мире. Такая одержимость может приводить к тому, что окружающие не всегда разделяют его энтузиазм или не проявляют должного уважения к его труду. Тема несчастных случаев и лагны. Важно понимать, наличие лагны в Рахини не означает, что человек обречен на постоянные аварии. Не стоит делать поспешных выводов. Если в карте прослеживается тема травматизма, это не всегда означает катастрофу, приковывающую к постели на месяцы. Часто речь идет о мелких инцидентах, например, перелом кисти или ноги,
после которых человек быстро возвращается к привычной жизни. Такие ситуации могут повторяться, но они не всегда критичны. 10-й дом – стремительный рост статуса и репутации. 11-й дом – процветание и приумножение доходов. 6-й дом – риск разрастания долгов, врагов и хронических заболеваний. 8-й дом может принести как неожиданное наследство, так и череду несчастных случаев. 9-й дом или связь со стрельцом часто указывает на конфликты с отцом или духовным наставником. При поражении Марсом возможно острая неприязнь между зятем и тестем, переходящая в затяжные противостояния. Ретроградные планеты в этой накшатре могут ослаблять даже сильные дхана-йоги, комбинации богатства. Сатурн и Марс в Рахине считаются неблагоприятными, они могут подталкивать человека к саморазрушительному поведению или вовлекать его в чрезмерно сложные, запутанные ситуации. Всесторонний анализ Рахини помогает лучше понять свои сильные стороны, выбрать верный вектор карьеры и гармонизировать отношения. Общее значение накшатры для управителя и диспозитора в 12 домах. Накшатра Рахини в первом доме. Личность становится проектом. Человек сам для себя главный актив. Характерны высокая самооценка и стремление к самопрезентации. Успех приходит через развитие личного бренда, однако социальный подъем может быть постепенным. Окружение склонно оценивать человека не столько по талантам, сколько по достигнутому материальному статусу. Возможны сложности в отношениях с наставниками и старшими. В жизни могут случаться периоды турбулентности, требующие осторожности. Накшатра Рахини во втором доме. Рост капитала через семейный бизнес или накопление. Речь становится инструментом влияния. Человек может успешно монетизировать ораторское мастерство или творческие способности. В семье человек проявляет заботу, однако в общении со старшими может проявлять резкость и пренебрежение к авторитетам. Накшатра Рахини в третьем доме. Успех через коммуникации, медиа, короткие поездки и личные усилия. Человек прорастает через свои хобби и прикладные навыки, обладает выраженной творческой натурой и повышенным темпераментом. Накшатра Рахини в четвертом доме. Рост через недвижимость, комфорт и семейное благополучие. Человек стремится создать родовое гнездо, которое станет его крепостью и символом статуса. Количество объектов недвижимости и автомобилей в жизни имеет тенденцию к постепенному увеличению. Накшатра Рахини в пятом доме. Успех через творчество, инвестиции, детей или романтические связи. Человек способен стать идолом для своей аудитории. Отношения с детьми могут быть непростыми. Первенец часто проявляет независимость и идет против воли родителя. Накшатра Рахини в шестом доме. Рост через преодоление трудностей. Несмотря на возможные конфликты с руководством в начале пути, человек способен добиться успеха за счет дисциплины и совершенствования навыков. Эффективен в кризис-менеджменте, медицине и в духовных науках. Важно следить за здоровьем, так как болезни могут расти вместе с амбициями. При неблагоприятных аспектах возможны долги и конфликты. Помнить о гневе Шивы и Рудры и их разрушительную силу, которая может обрушиться на человека, если он не будет контролировать свою одержимость. Накшатра Рахини в седьмом доме. Партнерство как трамплин для социального восхождения. Брак или деловой союз часто становится ключевым фактором успеха. В отношениях возможна сильная зависимость, сценарий хозяин-слуга или глубокая эмоциональная привязанность. Поздние браки обычно складываются более гармонично. Шатра Рахини в восьмом доме. Трансформационный рост. Богатство может прийти через чужие ресурсы, наследство или эзотерические практики. Человек обладает глубокими познаниями в оккультных науках, однако склонен к резким падениям при принятии неверных решений. Накшатра Рахини в девятом доме. Рост через философию, высшее образование и дальние путешествия. Человек может стать авторитетным учителем, хотя часто вступает в конфликты
с традиционными догмами или наставниками. Возможны трения между тестем и зятем. Несмотря на временные трудности с руководством, удача в долгосрочной перспективе будет неизменно расти. Накшатра Рахини в 10-м доме. Максимальная социальная реализация. Карьера идет вверх, репутация становится безупречной при сильном диспозиторе. Человек рожден для руководящих ролей. Признание приходит скорее благодаря финансовым достижениям, чем через демонстрацию чистого таланта. Накшатра Рахини в 11-м доме. Исполнение желаний, социальные связи и друзья помогают приумножать доходы. Это положение дает легкий рост и признание в больших группах. Старшие братья и сестры также склонны к постепенному карьерному и финансовому росту. Накшатра Рахини в 12-м доме. Рост через уединение, благотворительность или работу в закрытых структурах, иностранные компании, больницы, духовные центры. Успех часто приходит вдали от места рождения. При благоприятном расположении карты это положение способствует приумножению доходов от зарубежных источников, международных проектов и длительных поездок. Однако при наличии негативных факторов в гороскопе Рахини в 12-м доме может указывать на риск увеличения неоправданных расходов, потерь или вынужденной изоляции, требуя от человека осознанного подхода к управлению ресурсами и духовной дисциплины.